А большие семейства, сообщества живут очень-очень долгое время. Благодаря какому свойству они продолжают жить на Земле довольно долгое время? Размножение. А что такое размножение? Продолжение какого-то рода. Так, еще варианты. Хорошо, еще варианты. Что такое размножение? Какое определение можно дать размножению, помимо продолжения рода? Появление новых поколений. Появление новых поколений. Давайте тогда с вами запишем. Размножение – это свойство живого, с помощью которого организмы воспроизводят себе подобных, передавая им свои свойства и признаки. То есть с помощью размножения мы стремимся, так скажем, к потенциальному бессмертию. Вот тут у меня доклад, например, который был на социологической конференции в 1997 году. «Родительская семья жертв сексуального насилия» называлась. И еще не все, я эту полку еще вот, и вот это вот тоже еще не разбирала. Тут, правда, толстые книги стоят, анкета не может быть толстой. Вот эта вот полка последняя у меня осталась. А что Я еще, знаешь что, я еще анкету. Какую анкету? Когда-то, давным-давно, 40 лет назад, у нас проводилось анкетирование, то есть опрос подростков в возрасте 14-17 лет. Знаешь, об условиях их жизни, об их интересах, об их занятиях, о том, чем они, собственно, в жизни живут, чем они увлекаются. И мы хотим повторить. Бывает, она тут рассказывает. Ну, не все, конечно. Многое. Что я делаю вообще на самом деле? Ты сифилисом занимаешься. Ну да, конечно, но это очень многогранная тема, я тебе скажу. Я занимаюсь ею всю жизнь, и всех граней не охватило, к сожалению. Да. Время еще есть, я надеюсь. Не могу сказать, что у меня много времени, да, но, значит, вот посмотри. Вот можно, вот анкета. Тут что-то про отца прям много. Да. Ты подожди, там про маму тоже будет много-много. Так что это одинаково. Раздел про папу, раздел про маму, они... Так. Были ли у ваших родителей внебрачные связи? Не знаю. У тебя была бабушка. Я же не родитель ваш, боже мой. Я бабушка. Все равно была. На 135 я бы вообще не отвечал бы. Понятно, да. Нормальный вопрос, если да. анонимно. Круг интересов, круг общения, взаимоотношения. Почему это к нам имеет какое-то, ко мне, к врачу имеет такое отношение какое-то, да? Потому что поведение человека может быть рискованным или может быть, ну, как бы таким вполне щадящим, да? Ну, нормально. Пробежал кот? Конечно. Это здорово. Я могу ответить на какую-то такую общую анкету, там, не знаю, вместе там ваши родители или нет, но прямо вот тут уже просто про все прям. Тут прочитая эту анкету, можно уж понять, какой человек. Тут по 200 вопросов. 148. 148. Для врачей это нужно. Для понимания того, чем подростки живут, какие у них... Зависимость. Если ты хочешь понять, чем живет подросток, тебе надо быть подростком. Нет, зависимость Ну, извини, жизни. пожалуйста, я не в состоянии от- вернуться в это. Зависимость в этот жизни возраст, да. от этой вот болезни. Ну, наоборот, зависимость болезни от этой жизни. А вот Абсолютно. мне вот интересно, а статистика, Что? вот, которую вы делаете 20-летней давности и 40-летней Да. давности, она Отличалась, да. В чём? Существенно в отличалась. какую сторону? В сторону большей рискованности поведения. Да В сторону все больше сексом занимались. Непонятно, что ли? все больше рискованности поведения. Значит, все больше возможностей для Это который заболевания. через 20 лет. Который через 20 лет. Это привело, собственно, к введению вот этого курса «Этика и психология семейной жизни», да? Но курс этот вести было, в общем, некому, кадров не было. Были только отдельные школы, где находились преподаватели, достаточно подготовленные. Тут Ну, уже про всё. болезни пошло. Это, Про болезни это жизнь Нет. по наклонной идет. Момент, погоди. А вот это вот, смотри.
Какие вы знаете болезни, которые можно знать при половом контакте? ВИЧ, СПИД, Сифилис. сифилис. всё. Правильно, Гепатит. все. А ВИЧ и СПИД отличаются чем-нибудь друг от друга? Нет. Ничем, Да да? как отличаются? А все-таки почему два названия разных? Ну, это примерно одно и то же. ВИЧ, СПИД это одно и то же. А любовь между разными полами – это не только, ну, скажем так, платонические чувства, то есть духовные, нет, это еще и физические отношения могут быть. И в результате таких физических отношений рождается, как правило, ребенок. Но помимо того, что рождается ребенок, можно получить массу различных заболеваний, о которых мы сейчас с вами поговорим, как они называются, и что это такое, и чем они опасны. Аня с Ирой ищет информацию про СПИД. Дима и Земфира про сифилис. А теперь гонорея, совершенно верно. Ну, гонорея – это венерическое заболевание, которое может поражать слизистые оболочки половых органов и органов мочеиспускания. СПИД вызывается ВИЧ-инфекцией, поражающей лимфоциты человека. Чаще всего заражение происходит во время полового контакта. Также может происходить заражение при кормлении матерью ребенка грудью, при родах и через кровь. Как предохраняться, чтобы не заболеть, у меня это не вызывает вопросов. Ну, не только же там презерватив, извините, надеть, еще личная гигиена там и так далее. Я никогда не буду просить совета насчет личной жизни. Вот никогда. У родных особенно. Потому что мне кажется, что они не очень понимают меня вообще, а уж в этом точно не поймут. Ну, тут У меня родители ужасная разошлись. семья в плане того, что отношения между мамой и папой, вообще у меня мама меня не понимает, папа меня не понимает. И это... Они друг друга еще не понимают. Добро. Короче, семья у нас конкретно плохая в этом смысле. Мы же с ними, вообще-то говоря, все время втроем тогда находимся. Я прихожу с работы, они приходят из школы. Потом начинается всякое там кормление некоторых. Вот. В последнее время Гришка суп не хочет есть, борщ не хочет есть, там что-нибудь более интересное съесть. Фастфуд один, короче. Фастфуды одни, да. Ну что ж, и фастфуды тоже мы едим, бывает. Бабушка из тех, что есть у меня в семье, меня больше всего понимает. Но просто там, не знаю, самое доброе, но как бы, что бабушка? В профессиональном плане, да, хорошо было бы быть похожей на нее. Что касается состоятельности бабушки, то она лучший дерматолог Москвы 2014 года, я так скажу. Семей настолько, я знаю, слова дофига, в которых огромное количество проблем, и наши там мини-проблемки, это вообще все. Ну, у нас тоже, может, и не мини, но... Для тех семей, Да. я не знаю, нет. Ты имеешь в виду... Я вообще не знаю тех семей, в которых все идеально. Я вообще считаю, что таких семей не бывает. Не бывает, чтобы у людей все было настолько идеально, чтобы не было вообще ничего. Пусть не будет идеально, пусть будет что-то, какие-то вещи обязательно случаются, но чтобы ты хотел бы, чтобы вот у тебя сложилось так Я же, считаю, что у как у каждого человека все индивидуально, и как бы каждый человек сам должен решить. И он какую не может семью быть построить. похож ни на кого другого, да? Нет, в чем-то может, но надо, как говорится, лучшие качества от каждого брать. Я была похожа на папу, потому что, вот посмотрите, вот папа, а вот я. Папа мой познакомился с мамой в медицинском институте. Мама стала приглашать папу поесть, потому что трудные времена были в то время, а бабушка готовила каждый день на большую семью. У них тогда было такое время, что даже вот принести в дом морковку какую-нибудь, и то было большой удачей. Папа мой был человек, знаете, какой, можно сказать, идеальный. Оба они любили друг друга очень, и меня любили тоже очень. Я была любимый такой ребенок. У них, понимаете, не получилось много детей. Они хотели иметь много детей, но имели меня одну. Во время войны с папой случилось нечто. Он был хирургом, как я вам говорила. Он вблизи передовой оперировал. Операции проходили в палатке. Палатка была довольно большая. Туда везли раненых. Раненых было полно. Рядом фронт. И то везут. Папа не без сна, без отдыха, сколько мог, оперировал. Ну, может, он потом сваливался через сутки на там какие-нибудь 2-3 часа. Потом снова продолжал все то же самое.
И потом, когда наплыв раненых кончился, и он вышел из этой палатки, оказалось, что он уже на оккупированной территории. Что делать? Он снял свои погоны и свои документы и закопал это где-то, где место, как он думал, что он заметил это место. И старался через линию фронта перейти. Ему это удалось. Он рассказал о том, что было с ним, но его направили на гражданскую уже работу главным врачом и хирургом. Но в 1949 году к нам в дом пришли. Мы жили в полуподвальном помещении, тогда квартир не было никаких, ничего. В полуподвале, но тем не менее. Значит, пришли, и папу забрали. Вот он в местах, он сидит там около какого-то окна занавешенного. Однажды начальник лагеря заболел аппендицитом, но оперировать было некому. Они начали перерывать личные дела, увидели, вот хирург, может, его? Но вы представляете, какая ответственность? Он не брался за скальпель уже сколько лет. И как он должен был вести себя, если вдруг нагноение у этого человека, вдруг что-то, какое-то осложнение, вдруг рана не заживет. Но рана зажила первичным натяжением, все было благополучно, и после этого ему разрешили там работать врачом. А вот здесь вот он уже вернулся, это вот так вот, например, было. Видите, у него уже лицо такое изможденное, усталое, вообще человек, который много перестрадал. А потом это была череда инсультов. Он лежал 9 лет, просто одна болезнь дальше впереди была. Умер он, конечно, из-за всего того, что с ним случилось в жизни. В общем, вот так было. Но мама также преданно за ним ухаживала, как папа в свое время был предан маме моей всегда. Также я вот и говорю об этом, что вот это вот взаимное такое постоянство, преданность, это для меня, в общем-то, образец. Здесь это вот я, это вот мой муж. Мы все женились, всех к концу образования, да, в 61 году все, кто хотел пережениться, все переженились, чтобы ехать вместе по распределению. Это меня провожают туда. Мои родственники были совершенно в отчаянии, что я уезжаю так далеко. Это мы тут в Приморском крае. И тут есть столбик, на котором написано 8937. Это километры от Москвы. Вот мы тут стоим, все, кто приехал, молодые врачи, вот здесь, вот, которые работали в местной больнице потом. Я, знаете, что хотела вам показать? Что вот поначалу мы жили в гостинице, потом нас поселили в пожарную охрану. На 2-й этаж там была комната свободная. Вот в этой комнате, значит, вот я там печку топлю, все это на печке готовилось. И у нас, смотрите, сколько книг. Это книги, которые мы там купили. Ну, это здесь я где-то на дерево там лезу, так что не думайте, что такая была уж очень серьезная. Вот это вот моя фотография висела на доске почета, как ни странно, потому что я была отличницей с самого начала. Так. Тут есть кое-где я как врач, я в белом халате бываю. Вот. Моя старшая дочка, которая сейчас бы была, если бы была она жива, было бы 53 года. То, значит, вот она у меня. Вот когда она родилась, она маленькая еще такая вот. Тут тоже она симпатичная, маленькая. А вот у нас в те времена был другой кот, но тоже довольно-таки могучий кот. А вот тут вот поле, пшеница, и в ней полно васильков. Вот она васильки держит в руках, но вообще все голубое было. Вот это 72-й год наступает. Это тот самый год, когда с ней случилось несчастье. Здесь она уже острижена была, потому что мы решили в море с длинными косами. У нее были длинные волосы, такие купаться неудобно будет, острижемся. Ладно, поехали. Остриженные. Я не была вместе с ними, в том-то и беда. А муж-то мой пошел вместе с ней, говорит, мы там прогуляемся. Мы прогуляемся. И они пошли гулять. А я сидела и их ждала на берегу. Ждала. Потом смотрю, с горы люди бегут, а там горы высокие. Люди бегут и говорят, ой, там какой-то несчастный случай, кто-то упал туда-сюда, 5-10. В общем, ее доставали альпинисты, достали, и потом
Я никак не могла поверить, что вот она, понимаете, она живая, она теплая была, живая еще, как бы у меня в глазах живая. Это ее на кладбище памятник. Ко мне приходят пациенты, здесь вот куча карточек, да, тут есть и поражение сердца, и поражение нервной системы, и есть люди, у которых, как правило, молодые, у которых сочетание сифилиса и ВИЧ-инфекции, и эти два заболевания друг друга поддерживают и осложняют. Ситуация всегда серьезна, потому что я работаю с такой инфекцией, которая, ну, должна оставаться в памяти, оставлять след и настороженность, потому что я рассказываю, какие могут быть там отдаленные последствия, к чему человек должен прислушиваться. Вам кажется, что вот это исследование, которое вы проводили, надо ли его повторять? Прежде чем помогать, нужно знать, нужно изучить. На самом деле подростки – это уязвимая такая часть населения, да, и очень важная, ведь из них вырастают взрослые люди, да. Что такое вообще алкогольное опьянение? Не пробовал. Это хорошо. Но мы же не говорим про личный опыт, да? Какие ассоциации у нас есть с телевизором, с какими-то фильмами, да, и так далее и тому подобное. То есть алкогольное опьянение в любом случае это не стопроцентный контроль. В реальности притупляются все чувства. Человек может видеть хуже, да, там, слышать. Он толком не слышит, что, где происходит. Да, он не здесь. Одно дело, когда мы говорим, что пить вредно, курить вредно, да, а другое дело, когда мы понимаем, как это происходит и как мы с вами губим наш молодой, тем более, организм. Помнишь, Саша, у тебя красиво получалось пальчиком ударять, мешать? Да. Я в 10 классе, и вот уже сейчас задумываюсь о будущей профессии. И да, это моя мечта — стать врачом. Ну, скорее всего, дерматологом. Стать врачом. Я человек, который мало чем увлекается помимо учебы. И, честно говоря, какой-то мечты, кроме как стать врачом, у меня нет. Ой, я даже не знаю, наверное, я все-таки хотела бы быть врачом-реабилитологом. У меня мама педагог. Ну, я не знаю, насколько это в крови. Вот, у меня дедушка педагог военный. Мне 27 лет всего лишь. Ну, всего лишь. Да, наверное, всего лишь. Да, разница небольшая. И причем я никогда из себя не пытался академика перед ними построить какого-то. Но это не обязательно чистая химия. Там можем на какие-нибудь жизненные темы поговорить. Года 3-4 назад парень один, он влюбился. И вот он все время там интересовался, спрашивал, как ему вот правильно подойти к девушке, как узнать. То есть эту тему не мог завести там со своими родителями, в том числе с отцом, да. Но это совсем погибли в нашем обществе, целые разговоры между сыновьями и отцами, это тоже всегда очень тяжело. О чем труднее всего с родителями говорить? Секс. Это в первую очередь вообще сексуальное воспитание. У нас его нет, абсолютно. У нас его нет ни в школах, у нас его нет ни в семьях, нигде. Если есть какие-то единичные семьи, это уникальные люди, потому что люди стесняются об этом говорить. Вы на эти темы, там, сексуальные и так далее, когда-нибудь разговаривали с родителями? Да нет, как не приходилось. Я вообще считаю, что в школе должны как-нибудь объяснять. Там сексуальное воспитание, средства контрацепции и так далее.
нет единственной причины, почему так происходит. Но в том числе это воспитание тех же родителей в своих семьях когда-то и их когда-то, да. А может быть, воспринимал, что мы как-то сами должны это знать. Я, например, уверен, что среди их поколения сейчас, да, доля, которая уже живет половой жизнью, она больше, например, чем когда я учился в школе. Хотя, когда я учился в школе, это тоже была довольно-таки приличная доля. Может быть, мне тяжело о каких-то вещах рассуждать, потому что я еще не родитель. И когда они начинают там встречаться и говорить там своей паре «я тебя люблю», очень часто у них «я тебя люблю» ассоциируется только с сексуальной жизнью. То есть доказательство любви – это вот через секс. Они же не знают очень часто, как доказывать. Да взрослые не все знают, как по-другому доказывать любовь. Ребенок с детства, когда он совсем еще маленький и даже ничего не понимает, может быть, он должен в первую очередь видеть, как папа относится к маме и как мама относится к папе. Потому что ребенок должен видеть, что такое любовь. Что любовь – это там, забота друг о друге, поддержка какая-то, да. Вот у меня сестра работает учителем математики. У меня ученики 9 класса. У них у каждой есть парень. Парень, да. Причем сейчас в молодежной среде их называют «мой». Значит, телефон звонит, ну там идет занятие, звонит телефон, написано «мой». Вот. И тоже у них все серьезно, да, в 14-15 лет. И это даже как-то стыдно не иметь никакого парня в таком преклонном уже, можно сказать, возрасте. Ну что, вы прочитали хоть что-нибудь? Ну, давайте рассказывайте. Нет, вы рассказываете. Ваша задача сейчас будет вскрыть рака. Вот с этим мальчиком, с которым я гуляла долго, мне очень понравилось то, что он предложил вместе читать книги и их обсуждать. Он еще ничего не скажет, а я уже могу узнать, что он сейчас скажет и так далее, какая у него будет реакция на что-то. Они, по крайней мере, имеют уже какой-то опыт, они уже понимают, кто им подходит, скажем, к моменту женитьбы или замужества. Вообще, какие есть варианты взаимоотношений, как это бывает. И у тебя, да, самец. Думаю, что не уверена, что они все мокрые. Мне, допустим, было где-то года 3, может быть, или 4, а сестра на года 9 месяцев младше. И мы спрашивали, откуда мы появились, а мама говорила, что мы появились у нее из живота, а бабушка, что нас купили, ну, в общем, что нас взяли в специальном магазине. И, соответственно, бабушка была очень недовольна тем, что детям такие страшные вещи в 4 года рассказывают. И я помню в тот момент, что на уровне 4-летнего ребенка вопросов не возникало. Из живота, так из живота. Но я нашла, откуда они берут начало или куда они выходят. Вот именно, что нам нужно на вот, семявыносящий проток. Семявыносящий проток, да, он с другой куда стороны. они выходят, да, с брюшком. Так, сейчас. Смотрите, вот они яйца. Когда в 9 классе мы как раз проходили анатомию, мы дома тему подготовили. К доске, по-моему, так никого и не решились вызвать, потому что наша учительница, видимо, опасалась последствий. Или, может быть, она кого-то вызвала, но это был очень неудобный разговор, безусловно. Страх появляется у некоторых педагогов. Точно такой же, как, наверное, и у родителей. Боязнь, что не так воспримут, смеяться будут. Ни разу у меня не смеялись на этой теме, я не знаю почему. Итак, размножение и развитие человека. Начнем мы с мальчиков. У мальчиков все попроще. У мальчиков нет выраженных менструальных циклов. Мальчики не могут быть беременными. Поэтому мы сейчас с ними быстренько закончим, и потом перейдем к самому интересному, к женскому организму. Итак, мужские половые органы. Тазовая полость – это полость, расположенная ниже краев подвздошных костей, крыльев подвздошных костей. Вот то, что находится ниже, это тазовая полость. Там располагается все. Вот здесь, соответственно, находятся семенники, проходит спереди вот сюда к мочевому пузырю, делает перекидку, перекидывается через какую кость? Лобковую, правильно. И дальше идет вниз к половому члену. Такой путь проходят сперматозоиды от момента их образования до момента их изгнания из половой системы
мужчины в женскую половую систему. Сегодня дети слово «секс» узнают в детском садике. Порнографическую продукцию они смотрят в возрасте 8-10 лет. А обычно родители начинают говорить на темы полового воспитания, полового созревания, когда ребенок уже в пубертатном периоде, в 13 лет, мальчики и девочки. Тоже поздно. Более старшие товарищи, которые вот мне тоже в свое время рассказывали, как они, мужчины, папы, девочкам объясняли, что такое секс, что такое вообще половой контакт, и проводили эти беседы в возрасте 9, 10, 11 лет. Реакция у девочек, знаете, какая была? Они долго смеялись, хихикали, смущались, краснели. И в конце сказали: пап, мы все это знаем. На слайде сейчас будут появляться слова. Какие-то из них вам вполне знакомы. Может быть, а каких-то вы просто слышали. А какие-то вы, может быть, увидите впервые. Давайте мы с вами условимся, что красную карточку вы будете поднимать в том случае, если это слово вам вообще не знакомо, или вы о нем слышали, но вы не понимаете, что оно означает. Не знаете. Желтая карточка, если этот термин вам знаком, но объяснить тонкости не можете. Чувствуете, что не хватает знаний. Зеленая, если этот термин, явление, которое вы увидите на экране, вам хорошо знакомо, вы даже можете объяснить, что это, почему это и как это происходит. Беременность. Ну, я надеюсь, вы уж олимпиадники. Менархия. Вообще полностью. ХГЧ. Хорошо, переведу. Хорионический гонадотропин человека. А это надо знать обязательно, если поймете почему. Он тест на беременность по нему определяется. Глубокие знания, совершенно верно. А вот если в школе что-то рассказывают про это, то все сразу начинают смеяться или, то есть, как-то отворачиваться. То есть никому это особо не интересно, и никто не знает, к каким последствиям, наверное, это может привести, и относятся к этому довольно поверхностно. Вот. А меня как бы эта тема интересует. Менструация. Ну, не надо смотреть друг на друга. Почему вы смотрите друг на друга? Все зеленые подняли, вы сначала желтый, потом зеленый, вы отвечаете за себя. Оргазм. Я вас запомнил. Нет, мне просто, я буду обязательно вас спрошу, что это, и главное, для чего это. Просто когда есть зеленое, я об этом узнал вообще достаточно недавно. Ну как, лет 15 тому назад. Ну, в общем, когда я был еще студентом. Ну, что вы знаете об этом? Как это? Это кульминация. Замечательно. Еще эпитеты. Метафоры. Ну, происходит во время полового процесса возбуждение половых органов. Совершенно. Совершенно верно. Так. Они, естественно, посылают какой-то сигнал в центральную нервную систему, это все обрабатывается, там выделяется куча всяких гормонов удовольствия. Да? Так, это очень хорошо. Но вот так, кроме удовольствия. Вообще удовольствие это хорошо в этом плане? Это биологический сигнал, что? Да, потому что как бы за счет этого животные, которые сознательно не понимают, что, ну, стремятся размножиться. Стремятся продолжать делать это? Да. Но я тебе скажу, что это не только животные стремятся. Ну, да. Человек тоже. Иногда только ради этого делают. Это животное. Да, ради удовольствия. Как наркотики в каком-то смысле. Там те же гормоны выделяются. Вот, видите как, у нас получается конфронтация между тем, как бы так не развратить, а у них как бы так себя не представить в развращенном в представлении родителей виде. Поэтому, ну, наверное, лучше поговорить чуть глубже в эти темы, внедриться, чем не касаться их вообще. Здесь ведь что такое развращение? Когда ты нравственно подаешь норму, когда нормой это не является. Когда ты за норму преподносишь то, что является патологией, то, что может нанести вред организму, физиологический вред, вред психический. Вопросы на этом этапе есть какие-то? Подумайте.
Давайте пойдем дальше. У девочек пубертатный период наступает приблизительно в каком возрасте? 13-14 это у мальчиков. Это вы запоздали. А вот у девочек он начинается гораздо раньше. Скажите, а если это происходит в 11 лет? Нормально? В 10 лет? А то есть как-то там где-то границы проходят, да? То есть 10 это совсем еще ребенок, не годится пока, да? А если в 9, я вам скажу? Вообще нормально. Не очень, да? Хорошо, а если в верхнюю сторону пойдем, ну вот, например, 14 лет? Нормально, да? А в 15? Уже засомневались там? А в 16 лет? Вот на самом деле то, что сейчас изображено на доске, это Норма? Это норма. Все от 9 лет. От 9 до 16 лет лопаются все кровеносные сосуды, которые находятся в эндометрии, и весь этот эпителий эндометрия с кровью выходит через половые органы наружные, и мы это наблюдаем в виде менструального кровотечения. Что происходит с психикой девушки в этот момент? Сначала что, потом попробуем ответить, почему это происходит. Чувства обостряются, да? Более такие становятся... Да, спросила Оля. У всех по-разному. Для меня в этом уроке было вообще почти все новое, потому что обычно в школе нам про это не рассказывали, то есть всегда оставляли на потом. Там, в 8 классе там, на лето оставляют, типа, дети проходите сами. Всегда так получалось, что никто ничего не знает. Было действительно очень много новой информации. Красные и желтые карточки менялись на зеленые. Ну, как минимум, уже на список уже говорит о том, что да. Ну, действительно было очень познавательно. Спасибо. А поднимите руки, пожалуйста, друзья. У кого в школе тема репродуктивная система оставлялась на самостоятельное изучение? Ну, оно было не самостоятельно, вообще какое-то было очень... Ну, в какой там вроде объясняли. Этот знаменитый какой-то 77-й параграф в каком-то старом школе. Просто у меня такое было. Последний это. Да, оставляли. Предпоследняя тема в уроке анатомии была как раз репродуктивная система. У нас учительница сказала: ну вы и так все знаете, открываем учебники, пишем конспект. То есть обычно она все преподает и нормально рассказывает, а тут она даже отказалась что-либо говорить. В школе у нас такого предмета нет, но я помню, к нам как-то приезжали люди, и нас там в актовом зале собирали и рассказывали про половые взаимоотношения и про болезни. Ну вот нужен, наверное, какой-то специальный специалист, который приедет к вам и расскажет о вот этих вот жизнеполагающих вещах. Кто-то приезжал, поднимите руку, кому приезжал. К нам приезжали? Ну, в школу, но не к нашему классу. Ну, не нашему классу. Вы еще моложе. Очень давно было, да. Но для меня сегодня не слишком много нового было, потому что... Ну ты блистала сегодня, ты молодец. Я вообще хочу отдельно отметить девочку. Отдельно похвалить Варю Сарычеву. Она действительно так подготовлена была. Я уж не знаю, в связи с чем. Это ты самостоятельно изучала или ты как-то Ну где-то... просто как-то с жизненным опытом. Жизненный опыт уже, понятно. Ну, это тоже хорошо, когда опыт жизненный. Какое-то вот непонимание там есть в определенных темах, а потом ты как бы узнаешь это от кого-то или из интернета, или от родителей. И как бы и дальше появляются соответствующие вопросы, и хочется и дальше узнавать. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы все-таки, несмотря на то, что вы не закончили, прервемся сейчас, потому что я-то приехала для чего? Чтобы немножко рассказать вам об истории вообще, откуда это все началось. Вот этот опрос, этот анкетный опрос. Казалось бы, 70-е годы, вообще глушь какая-то, глухомань, все давно. Было такое время. Мне дали возможность целый год не ходить на работу, но платили зарплату. И даже собственно, не контролировали, что я где делаю. Вообще исследование называлось так. Я изучала сексуальное поведение лиц, заболевших сифилисом. Рост заболеваемости максимальный был среди молодых людей в возрасте 18-19 лет. Выяснилось, что дети часто являются предметом сексуальных действий со стороны, представьте себе, отцов, отчимов,
а также знакомых, приходящих в гости. Там много чего мы навыловили. И вот мы с вами представляем такую, ну, исключительную, я сказала бы, группу, то есть вы, которая может дать нечто новое, понимаете, посмотреть, а что сегодня происходит. Мы с вами потом, после того, как вы заполните, мы еще с вами поговорим, но, наверное, уже с каждым по отдельности, потому что у каждого свои впечатления и свое отношение и ко всему, к анкете, и вообще к своей жизни. Мне кажется, это важная анкета, в принципе. Чтобы человек разобрался в себе, чтобы потом другие люди разобрались в целом в социальных явлениях. Что-нибудь трудно было? Вот, затрудняемся в каких-то ответах? Или думали, может быть, это вот неудачно сформулировано что-то? Ну, мне, наверное, было тяжело в какую-то конкретику войти. Ну, там были вопросы, что тебе нравится в своих родителях, ну, в чем бы ты хотела быть на них похожа. Но мне просто все нравится в моих родителей. Ну, я считаю, что у нас достаточно идеальная семья. Обязанности распределены поровну. Ну как, что-то делает мама, что-то делает папа. Вот. Друг другу никогда не бывает. Они даже отдыхать ездят вместе. Дело в том, что воспитывала меня все детство бабушка. И только в подростковом возрасте я начала более тесно общаться с родителями. Вот так вот, да. Они навещали меня на выходных. На каникулы забирали. Да, мне кажется, моя семья достаточно классная. Да, у нас, в принципе, все всегда спокойно. К нам не ходят гости, что я очень люблю. Потому что не ходят. Семья должна быть спокойной и тихой. Родители любят друг друга, поэтому в этом плане мне кажется, что все классно, почему бы и не так же. У родителей было много всего, то есть они часто ссорились, часто как-то расходились. Было, да, но как-то сейчас, не знаю, наверное, после 40 у них прям какая-то прям суперлюбовь началась. Просто у меня довольно у родителей большая разница в возрасте, и поэтому это как бы влияет на их отношения. Папа старше. Вот. И это не всегда, конечно, хорошо. Но родителям вот именно помогло быть вместе до конца через все вот препятствия, именно то, что они как бы в Боге, то, что у них венчанный брак. Знаете, у меня всегда немножко такая есть легкая влюбленность. Ну, не знаю, с ней как-то легче жить, что ли, наверное, в этом плане. Как-то такой подъем чувств, как-то, не знаю, окрыленность. Влюбляться приходилось? Конечно, как же без этого? Разочаровываться. Тоже. Я ищу своего человека, гуляю по Москве, там, пытаюсь узнавать людей других. Я, наверное, слишком серьезно к этому всему отношусь. Поэтому я не могу все пустить так на самотек и халатно к этому делу подходить. Я слишком ответственная. Вот, влюбляюсь, да, там, бывает, прям не так, что до потери пути, такого не было. Просто долго встречались, потом мы расстались. И после этого мне как-то кажется, что вот этого человека мне нравился сильно. И сейчас мне кажется, что мне уже больше никто не понравится. Я понимаю, что, скорее всего, это не так, но на данный момент, если задумываться о семье, то это достаточно тяжело, мне кажется. А кто был инициатором разрыва? Не я. Если даже я буду когда-то создавать свою собственную семью, то, наверное, я буду подыскивать человека своего возраста, или там в пределах разумного. Вот. А если вы влюбитесь? Не знаю. Как получится тогда. А вы как-то думали о своей будущей семье? Нет, пока еще не думала. Да, но у меня и отношений особо не было пока. Я считаю, что пока еще рано, и нужно в более осознанном возрасте начинать. Да, я задумывалась, и, честно говоря, это тот вопрос, который мне лично не очень нравится, хотя я понимаю, что он нужен, и когда-нибудь придется с этим столкнуться. Меня это немного пугает, может быть.
У меня гармоничная семья, у меня любящие родители, как друг друга, так и своих детей, поэтому я бы очень хотела, чтобы у меня у самой будущая семья была такая же любящая. Я хочу, чтобы у меня семья была полностью, в которой будет просто любовь, и чтобы мой ребенок в ней был счастлив, чтобы все там были счастливы. Я хотела бы поступить в Первый медицинский университет имени Сеченова на лечебный факультет. То есть я много думала о том, каким врачом я хочу стать. Вообще изначально я хотела стать экспертом-криминалистом. Я хотела бы стать психиатром. Поскольку я выбирала специальность и дальнейший институт, в который я смогу пойти и учить эту специальность, и наиболее близкое к эксперту-криминалисту — это судебно-медицинский эксперт. Потому что это выяснение истины, правильно? Ну да. Это вас больше всего привлекает, правда? Я люблю разговаривать с людьми, потому что, возможно, я, в принципе, спокойный человек. То есть, допустим, реаниматология мне бы меньше подошла, потому что там нужно какое-либо быстрое решение, как-то стремительно что-то сделать. Это как-то мне не по духу. Психиатрия мне больше подходит, мне кажется. Я просто такой человек, который особо-то планы не строит. Я вообще, считаю, что самая основная проблема моего поколения — это вот большие планы на будущее. Там. Я как-то об этом вообще не думаю. Я года 1,5 назад работала в ветклинике, и вообще у меня так с детства сложилось, что я как-то к животным более трепетно отношусь. И мне как-то их больше хочется лечить. А особенно, допустим, хирург — это же очень ответственная профессия. И мне кажется, если что-то по моей вине случится, я не смогу на себя это как-то принять. Ну, то есть я буду жить с этим всю жизнь, и эта мысль будет меня просто давить. Вот. Но животным это тоже большая ответственность. Со мной всегда сопутствует маленькая мечта побыть прабабушкой. У меня есть прабабушка, причем не одна. Негативно. Знаете, очень негативно. Чтобы, не было просто интимных связей, таких беспорядочных, я считаю, что должно быть только после брака. Тогда будет счастливая семья, что супруги должны хранить верность друг другу. Но я сам для себя еще несколько лет назад, просто пришел к такому выводу, что это как-то глупо, когда вот ты выбираешь себе человека одного, да, а потом ты ему изменяешь. Это же глупо как-то. Там был вопрос также в анкете про измену. Это не имеет места быть в семье. И очень важна честность, доверие друг другу. Потому что если даже один из супругов врет, то все отношения летят тартарары, мне кажется. Для меня очень важна честность со мной. Как бы сильно я не любила, но измену я бы никогда не простила. А вас когда-нибудь обманывали? Мне кажется, кого не обманывали. Спокойный, более спокойный, чем я, потому что часто впадаю в какую-либо панику. Это для меня характерно. Это должен быть умный человек, и мне кажется, у нас должны быть какие-то точки соприкосновения в плане общих интересов. Конечно же, необходимо для меня качество — это забота и внимание. А также это умение терпеть и, повторюсь, понимать. Что вы собираетесь быть такой невыносимой? Мне кажется, конечно, в каждом человеке это есть, но я знаю, что у меня не самый лучший характер. Чтобы было что обсудить, и к тому же, чтобы меня понимали. Допустим, опять же, вернемся к примеру врача. Это же работа, которая требует много времени, и человек должен это понимать. Мне кажется, очень важным качеством мужчине является умение, как бы это смешно не прозвучало, каких-то насущных вещей, типа починить розетку и что делать в случае короткого замыкания. Потому что у женщины своя сфера, у мужчины своя сфера. Поэтому, скорее всего, тоже должен быть какой-нибудь специалист в этой области, в области медицины, который понимал бы, допустим, то, что я хочу очень работать, или то, что я буду много работать. В принципе, не всегда же муж и жена одной профессии. Вот. На самом деле, мне кажется, что это даже было бы сложно, там, например, работать в одной больнице, постоянно видеться, прямо 24/7, так сказать. Но, опять-таки, любовь. Мы совсем можем
Ну, поступиться мы все можем пожертвовать, особенно ради чувств, мне кажется. Например, жить с человеком, который бы хотел вам диктовать свою волю. Смотря насколько он разумен, я думаю. Я не исключаю такого, но это маловероятно все же. У меня сейчас есть молодой человек, и я понимаю, что это глупо как-то в 15 лет так говорить, но я уже как-то не представляю себя с другим мужчиной и так далее, вот. И мне как-то хотелось бы, чтобы ему тоже, чтобы у нас была семья, вот. Это очень важно, жизненные ценности. И чтобы совпадало, это уже следующая черта, мнение воспитания детей. Не прям много, там, может, 2-3. Мальчик, девочка и девочка. Или еще мальчик. Это уже все не от меня зависит. Я сейчас пришла к тому, что мне хотелось бы когда-нибудь иметь детей, допустим. Это странно для меня, да, но как-то я прихожу к этому. Но я боюсь, что я не найду кого-нибудь, кто там мне может понравиться, с кем я смогу создать семью. Я постараюсь дружить со своими детьми. То есть мне кажется, что там мама и вообще папа, то есть дети должны с ними делиться какими-то своими впечатлениями, какими-то своими проблемами. Может быть, мне не нужно заводить детей, потому что я не смогу с ними проводить долгое время. Опять же. То есть я очень не хотела бы, чтобы их воспитывал не я. Но при этом я хочу работать. И тут получается самый диссонанс, который заставляет меня как-то думать больше негативно о создании семьи в целом. Потому что я очень хочу уделять время детям, я хочу очень сделать все хорошо, но я понимаю, что это невозможно. Там посмотрим. Я не хочу быть категоричной в каких-либо вопросах, если честно. Я думаю, вы заметили. Но...